Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, какие новости и какие будут дуть ветра и движения на вечерней сессии. Давайте, наверное, начнем с календарика событий, посмотрим, что произошло, какая статистика вышла и к чему это все ведет. Сегодня вышла позитивная статистика, которая касается индекса деловой активности в сфере услуг США и позитивная статистика индекса менеджеров по снабжению. По России тоже вышел индекс деловой активности в секторе услуг. Он очень хорошо вырос на 3%, даже более. И если опираться на этот индекс, то идет восстановление экономики. Но есть определенные вопросы по поводу того, как это происходит и на самом деле куда двигается капитал внутри этого восстановления. Если посмотреть российские новостные темы, то здесь фигурирует то, что Минфин ударит по рублю рекордной скупкой валюты в период с 7 апреля по 7 мая. Если посмотреть статистику, как и что происходило, то в большинстве случаев рубль укреплялся в период с марта месяца по июль. Были свои отклонения, свои нюансы, но чаще всего вот этот промежуток времени он, как правило, способствовал тому, чтобы рубль укреплялся и против доллара, и против евро. Да, были нюансы, это был и март 2020 года, и 2018 год, но чаще по статистике это время как раз приходилось на то, что рубль чувствовал себя очень хорошо. И здесь на самом деле, если не принимать во внимание возможность раскрытия геополитических рисков, скорее всего Минфин хочет запастись валютой по сходной цене. То, что касается сегодняшней вышедшей позитивной статистики по PMI сектора услуг США, здесь наиболее вероятно было связано со статистикой, которая вышла на прошлой неделе. Она указывает на то, что безработица в США продолжает снижаться, и, соответственно, здесь Америка показывает феноменальный отскок, феноменальный рост. Вопрос только в том, что этот отскок, который происходит, снижение безработицы, оно слишком быстрое, слишком экстенсивное с моей точки зрения. И кроме того, так и не достигнут тот уровень, который был стабильный до наступления коронавирусного кризиса. Однако надо отдать должное, Америка по скорости восстановления лидер среди западных стран. Но здесь есть определенные нюансы. Есть игрок, который пока не в полной мере себя проявил, и этот игрок, конечно же, Германия. Ну и, конечно же, те данные по Америке, которые вышли по безработице на прошлой неделе, они очень позитивны, они даже немного обескураживают, потому что, по сути, вот эти значения, к которым пришли Соединенные Штаты, они были характерны на протяжении длительного времени. Да, не получилось тех минимумов, которые были перед ковидом, но тем не менее текущая ситуация указывает на то, что Америка подошла к такому состоянию, которое можно назвать, что она типа вошла в свое привычное русло. Вопрос только в том, насколько это на самом деле так и насколько устранены те перекосы, которые предшествовали ковиду и которые были порождены ковидом. Ну и, соответственно, индекс доверия покупателей, он тоже не отстает от данных по безработице и показывает феноменальный отскок. Это к вопросу о том, почему такой мощнейший задерг произошел на американском фондовом рынке. Ну и что характерно, происшедшие события, они по сути представляют собой сжатый цикл. То есть если раньше циклы были растянутые, было какое-то падение, которое занимало определенный промежуток времени, то здесь весь этот цикл произошел в очень короткий промежуток времени. Здесь, конечно, были свои очень весомые причины для такого движения. В частности, Федеральная резервная система США не решилась повторять свои предыдущие ошибки с преждевременным ужесточением монетарной политики. И, соответственно, на фоне этого, на фоне резкого сжатия, которое произошло в марте 2020 года, мы получили такую пружину, которая улетела вверх. Но надо отдать должное, что такое распрямление пружины, оно чаще всего порождает метастабильные состояния, которые требуют либо длительного закрепления на достигнутых значениях, либо приводят к последующему провалу. Кроме того, сейчас на текущий момент времени возникла такая ситуация, когда экономическая мобильность
Соединенных Штатах, она превышает таковую в еврозоне. То есть в еврозоне, если посмотреть график, сейчас пока идет спад, в Америке идет рост. Но в Европе сложилась непростая ситуация с новой волной пандемии, ну точнее даже, наверное, все-таки эпидемии, не пандемии. Это же не бубонная чума, хотя назвали коронавирус пандемией. Вот. Но тем не менее в ближайшее время, скорее всего, вот этот тренд по Европе он будет сломлен. Потому что проблема с вакцинацией будет устранена, локдауны побеждены. И мы увидим, как экономика Европы на фоне постепенно, уже даже не постепенно, а очень энергично всплывающей Германии, она возьмет свое и в припрыжку догонит Соединенные Штаты. Конечно, у Соединенных Штатов остается преимущество в виде огромнейших пакетов стимулов, в том числе последний стимул, который Байден сейчас стремится воплотить в жизнь. Это, конечно, создает определенные преференции, но с другой стороны, у Европы более органично идет восстановление, и кроме того, кто сказал, что ЕЦБ не предложит свою альтернативу байденовским стимулам. Так, ну и вот, возвращаясь опять же к Европе, Германии. Германия показывает ошеломительный рост производственного PMI, она тянет за собой всю Европу. И, соответственно, скорее всего, в ближайшее время Германия, она возьмет свое и потащит еврозону и дальше в эпоху восстановления и в контру Соединенным Штатам. Но, как вы понимаете, этот вопрос, он касается соотношения евро и доллара. Потому что есть ряд факторов, которые определяют крепость валют относительно друг друга. Сейчас я немножко побольше расскажу и покажу, какое мое видение по поводу движения в евро-долларе и вообще в мировой экономике, и почему весьма вероятно в ближайшее время именно такое движение произойдет. Так, друзья, ну вот на фоне такого бурного восстановления у Соединенных Штатов у них на самом деле под боком появилась проблемка. Эта проблемка заключается в Латинской Америке. Когда мы смотрели с вами SOTES FTSE последний раз, вы могли там видеть, что у бразильского реала не очень хорошо обстоят дела по количеству открытых шортов. По крайней мере, если оперировать данными спекулянтов. На текущий момент тоже проблема, она заключается в том, что Латинская Америка, она находится в штопоре. Таких мощных драйверов экономического восстановления, как у Европы, у нее нету. И сейчас на текущий момент идет расхождение между фондовым индексом латинско-американских стран, Emerging Markets по Латинской Америке, и индексом цен на металлы, которые традиционно являются прокси латиноамериканский рынок. Текущая ситуация указывает на то, что в Латинской Америке возникает новый проблемный очаг, который в ближайшее время может негативно повлиять на восстановление мировой экономики. Ну и, конечно же, в первую очередь это касается Соединенных Штатов, потому что их экономика достаточно плотно переплетена с экономикой латиноамериканских стран. То есть это как раз вполне может послужить тем самым балластом, который будет оттягивать Соединенные Штаты в обозримом будущем. Ну и ситуация, которая возникла в Латинской Америке, она возникла из-за того, что Латинская Америка на фоне всего мира выделяется количеством погибших от ковид. То есть количество погибших, оно не пропорционально ее доле в мировом населении. Таким образом, коронавирусная эпидемия нанесла очень чувствительный удар по Латинской Америке. И, соответственно, Латинская Америка, она будет весьма вероятно в ближайшее время служить тормозом восстановления и особенно Соединенных Штатов. Ну и как мы видим, прошедшая и даже длящаяся сейчас эпидемия, она привела в расстройство финансы латиноамериканских государств. Единственное, более или менее дела обстоят в Мексике. Ну и весь этот ужас закономерно привел к тому, что Латинская Америка, доля в капитализации Emerging Markets, которая приходится на Латинскую Америку, она стала падать. И мы видим, что здесь возникает новый проблемный центр. Так, друзья, ну вот еще интересный такой момент, который свидетельствует в пользу того, что в ближайшее время все-таки может произойти разворот в пользу евро и других валют против доллара, связан с тем, что валютная команда Goldman Sachs закрыла рекомендованную шортовую позицию по доллару США против корзин ключевых валют. Вот. Ну и, соответственно, вот это движение в долларе, которое мы сейчас наблюдали, помимо
сила американской экономики, которая восстанавливается быстрее Европы. Помимо всего прочего, это связано еще и со ставкой. Как известно, самый надежный покупатель – это шортист, которому надо закрыть шорт. Текущая ситуация может указывать на то, что в долларе в ближайшее время действительно может произойти разворот. Ну и помимо этого, как я ранее обозначил, проблему, которая возникла под боком у Соединенных Штатов, это Латинская Америка. И, соответственно, там предстоит эпоха выборов во многих странах. Это наверняка будет оказывать существенное давление на продолжение американского успешного восстановления. Так, друзья, вот касательно Америки еще такая очень интересная новость. Обращение на взыскание заложенной недвижимости в случае неплатежей решили перенести до конца 2021 года. Соответственно, ну, по меньшей мере возникает некий диссонанс. Если там идет рост цен, если восстановление благосостояния, то зачем тогда переносить сроки взыскания и изъятия недвижимости? Но и с другой стороны, это, конечно же, должно по идее поддержать американский рынок недвижимости, и новый пузырь может воспарить с утроенной энергией. Так, друзья, ну давайте графиком. Соответственно, американские десятилетние трежерис находятся в проторговке вот на этих хаях, то есть пока никаких сдвигов для того, чтобы произошел, закрепился разворот и пошло движение вниз, не наблюдается. Так, друзья, далее SFD на американский фьючерс S&P 500. Ну, здесь он превзошел самые смелые ожидания. Я вообще предполагал, что будет какой-то небольшой хотя бы коррекционный откат, да набор позиций. Но метут все подряд, и улетает он в космос и покоряет все новые и новые дали. То есть 4100 уже, судя по всему, это вопрос самых ближайших дней и, возможно, даже часов. Так, а вот в индексе доллара началось очень интересное движение. До 94 мы не дошли. То ли действительно Goldman Sachs позакрывал шорты на доллар, то ли рынки развернулись в сторону риск-он. И сейчас у нас возникает борьба за уровень 92,5. Вот его пробитие и, соответственно, дальнейшее движение на объеме, оно приведет к тому, что мы увидим ослабление доллара. И, возможно, даже это движение продлится на 91,9-91,8. Так, друзья, далее VIX 17,5 мы пробили, но как-то он не особо устойчиво ниже 17,5 хочет задерживаться. Если смотреть дневные таймфреймы, то получается, ну да, вот этот гэп мы закрыли, который ранее оставался с доковидной эпохой. Но тем не менее, сейчас, я думаю, здесь вот это движение, оно не пойдет, скорее всего, не разовьется далее вниз. То есть либо будет долгая проторговка, либо уже сейчас будут какие-то попытки его задерга и ухода на 20,7. Так, друзья, ну и далее NASDAQ. Ну смотрите, по NASDAQ сегодня произошло пробитие 13600. Вот этот ключевой уровень, если он здесь закрепляется и начинает несколько дней торговаться, то несмотря на вот эти вот оставленные гэпы, весьма вероятно в ближайшее время он повторит траекторию движения на 14050-14100. Если же он не закрепится на этом значении, уйдет под 13500, то тогда весьма вероятно это был коротенький задерг, который приведет в обозримом будущем к коррекционному откату на 12950, вот сюда, вот в этот диапазон. Ну и на 4-часовом таймфрейме здесь идет попытка пробоя и закрепления. Соответственно, если мы сегодня закрываемся выше 13550, то весьма вероятно завтра будет либо планомерное движение, либо задерг с целью сходить на 14100, вот сюда, вот на это значение. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм, сейчас 19:37 по Москве. Здесь у нас произошло пока непонятно ложное или истинное пробитие 92,5. Судя по часовику, наверное, все-таки это было истинное пробитие. И здесь идет движение, которое весьма вероятно дойдет до $60 за баррель по Бренту. На текущий момент никаких разворотных остановочных формаций здесь не наблюдается. Ну и соответственно, если в ближайшие часы мы не выскочим выше 92,5, то уже завтра весьма вероятно движение продлится в район 60. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, судя по всему, Goldman Sachs очень круто, очень лихо закрыл шорты по доллару.
мы видим пробой вот этого сильного уровня рокового, который 17.90, пробой которого, по логике вещей, должен был привести к более глубокому движению. Однако сейчас, если здесь происходит закрепление, то мы отсюда в самое ближайшее время пойдем, первая цель движения будет 1,1845. По плану, если здесь закрепляемся, дальше движение на 1,1934. Но для этого надо закрепиться выше 1,1790. Если здесь закрепление не происходит сегодня-завтра, то у нас отсюда идет коррекционный откат. Цель этого отката, первое, это 1,1745 и потом движение на 1,1702. Судя по тем сделкам, которые происходили на протяжении последних дней, весьма вероятно, что все-таки закрепление здесь произойдет. И в ближайшее время ждать его на 1,1845. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь у нас закрепление идет на 76,2. Сразу вверх рост маловероятен, то есть надо какое-то время проторговаться. То, что нефть начала падать, может в принципе ускорить движение наверх по доллару. Но опять же обращаю внимание, вот этот уровень, пробить его будет непросто. И то, что касается часового таймфрейма, здесь у нас, видите, произошел сейчас набор позиций на 76,2. И весьма вероятно сегодняшнее закрытие или движение завтра с утра будет нацелено на 76,5 и возможно даже 76,7 вот сюда вот к этим значениям. Данное движение не сработает, если произойдет пробитие диапазона 76,15, 76,2. В этой ситуации мы увидим движение, цель которого будет 75,9. Такой сценарий мне сейчас видится менее вероятным, поскольку произошло движение в нефти, которые пока не отыграли, несмотря на весь позитив в евро. И здесь как бы напрашивается второй раунд отскока, который мы уже вот здесь вот наблюдали. И, соответственно, цель движения, я думаю, наиболее вероятная сегодня на вечер, завтра на утро 76,5 и далее. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, часовой таймфрейм. Смотрите, здесь у нас в ближайшее время наиболее вероятно будет еще одно тестирование уровня 143 тысячи. Вот если он все-таки будет пробит, то нас отсюда ожидает спуск движения на 140 тысяч, 139 500. Если мы сегодня-завтра с утра этот диапазон не пробиваем, это произойдет, если нефть начнет консолидироваться или даже отскочит, то в этой ситуации нас от текущих значений, либо от этого уровня 143 тысячи, 142 500 ожидает коррекционный отскок с целью движения на 144 500. Вот сюда, вот к этому значению. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Удачи!